Когда начинают спорить об Одессе, сколько ей лет, там 225 лет, кто-то 600 лет, я пытаюсь всех примирить и сказать: извините, ребята, любое первое упоминание – это начало города. Неважно, как этот город назывался. Никому не секрет, что в Одессе стояли как минимум 4 античных города. Наша территория в то время включалась в состав Римской империи. То есть можно сказать, что часть сегодняшней Украины занимала провинция римская, Нижняя Мезия. Да, действительно, названию города Одессе 225 лет. Екатерина была умнее современных политиков. Она всегда обращалась к античности и называла все города античными городами. Римские форты были разбросаны по всему Причерноморью, от Белгород-Днестровска до Крыма. Возле Одессы находятся остатки одного из такого форта, которые находились по периметру Лимеса римского, то есть территория, принадлежавшая Римской империи, находится в районе нашего Куяльнинского лимана. Археологи его зафиксировали в 70-х годах, правда, дальнейших раскопок там не велось. Одесса – античный город. Мы стараемся делать свою реконструкцию именно согласно находкам нашей территории. Они очень богатые, интересные. Бессарабия, Одесская область, она пестрит находками. В Одесском регионе, в Болградском районе, в Арцизском районе сохранились останки Троянового вала. В Орловке, это граница Украины с Румынией, это Дунай. И царь Дарий форсировал Дунай в этом месте. Мы знаем, что город Тира был, также другие города. Здесь, на Одесской территории, это была хорошая гавань, где останавливались корабли. На Живаховой горе был город, на Приморском бульваре, также на Банке, 17 километров от берега. Это был островок, и это был античный город. Во всем мире, конечно, много есть групп реконструкции Древнего Рима, но наша группа вот как раз выделяется этим, что мы делаем вещи, которые найдены у нас. Например, у нас не было найдено целого шлема, но у нас были найдены такая деталь, навершие, которая характерна именно для такого типа шлема. Поэтому с большой долей вероятности вот такого типа шлем носил римский легионер на нашей территории. Остатки гладиуса также есть на нашей территории. Накладка ножен Пугио найдена в Херсонесе, в крепости, где стоял римский легион. По нашей земле ходили римляне, по нашей земле ходили греки. Северное Причерноморье осваивалось еще в период Римской империи. И мы находим здесь поселения, раскопки, которые подтверждают это, и присутствие греческой и римской культуры. Поэтому для нас это действительно необыкновенно актуально и действительно имеет историческую ценность и значимость. Может быть, поэтому это так органично вплетается в культурную жизнь нашего города. Библия очень тесно пересекается с нашей территорией. Например, в Библии упоминается о скифах. Скифы – это те жители, которые жили, те народности, которые на нашей территории. Я вижу эту связь, и через вот эту связь я тоже хочу преподнести Евангелие и объяснить, что нам недалека та история. Она практична, она живая, и она наша история. Это не наша выдумка. Первые такие театральные действия были популярны еще с раннего Средневековья. И проходили они в церквях, когда накануне Рождества или накануне Пасхи читались соответствующие стихи из Библии, и со временем они стали читаться в лицах. Потом они перешли на улицу, и, собственно, вот эти уличные театры, которые отыгрывали библейские сцены перед этими праздниками, и стали началом европейского современного театра и современной европейской драмы. То, чем мы занимаемся, это, по сути, продолжение разных средневековых европейских традиций, которые мы вот просто перенесли на нашу одесскую почву. А наша одесская почва напрямую связана с античностью, тем, что здесь были и древние греки с V века до нашей эры, и присутствовали римские легионы до середины III века. Я увидел сон, наш парк, увидел огромнейшее мероприятие. Таких масштабов я не видел. Увидел костюмированных людей,
одетых в различные костюмы, увидел овец. Я понял, что это мероприятие, христианское мероприятие. В принципе, на 10 лет заморозилась эта идея. Наталье Тереховой рассказал идею, она тогда отвечала за программы праздничные. И она говорит: делаем. Я говорю: как делаем? То, что я видел, это настолько грандиозно, что я понимал, что невозможно исполнить. И мы начали делать. Мы сделали первую рождественскую ярмарку. Суть ее заключалась в том, что и было 6 объектов, и ребенок слушал там театральное представление короткое. Было первое мероприятие, где я предложил: давай я приду в своем римском комплекте. Раз мы показываем детям предрождественскую обстановку, мы показываем какой-то условный Вифлеем, то там же находились римские солдаты, значит, мы можем тогда показать римских солдат. И вот тогда я предложил: давай я приду в своем, а ты, Денис, давай свои вещи оденешь. Это был фурор, там все подходили, сфотографировались на память. Сергей мне говорит: Денис, давай мы на Рождество выйдем в костюмах. Ну где вы видели старшего пастора, священника, переодевающегося в римские одежды, в костюм? Я понимал, какое религиозное давление я могу пройти, но он был настолько настойчив, что я сдался. Я помню зиму, реконструкция рождественского Вифлеема, большая палатка римского лагеря, горел огонь. Вот этот дым на фоне этих деревьев, эти доспехи, вот оно настолько меня впечатлило. Мне захотелось в каком-то следующем году тоже принять участие, но только уже не просто как организатор мероприятия, а именно непосредственно быть в роли римского какого-то солдата. Верблюд бесплатно катал детей, бесплатно блинчики, там в тоннах, просто в килограммах. Приезжали примерно 300 деток в час из интернатов. Это уже тогда для нас было очень амбициозно, очень высокая планка. Провести экскурсии, чтобы никто не потерялся. В день у нас было 35 тысяч посещаемости. Мероприятие настолько разрослось за 10 лет, это в 6-м году первый раз провели. А вот уже на следующий год возникла идея сделать пасхальную реконструкцию. Идея заключалась в том, чтобы сделать театр везде. Любой толчок, любой человек, который хотя бы проходит мимо, он должен стать актером. Что такое театр? Это аудитория 0,1, то есть сцена, есть зритель. Все происходит на сцене. Человек как бы образно вживается в образ, который на сцене, и он наблюдает и переживает определенные какие-то эмоции, агрессию или радость, разные. Я видел эту ситуацию, что человек должен на каком-то этапе под щелчком каким-то, он должен полностью перенестись в то время. Тогда привлечь 120 человек к ролям в первый год, люди не знали, на что они идут, и они не знали, как это будет, а тем более на улице. И уговорить людей участвовать в подобном, это было сначала непросто, с учетом того, что мы еще просили самостоятельно шить костюм. Бюджетов нет, средств нет, ты должен найти еще ресурс, как все организовать. Когда мы проводили в первый раз, мы не знали, как это будет. Что-то могли там посмотреть в интернете. Мы приглашали на мероприятие, сами не зная до конца все, как оно будет, а кто придет, а придут ли вообще люди. Мы задействуем 120 человек только актеров, а помимо этого огромные технические службы работают, выставляют локации отдельно для СМИ, отдельно, не знаю, придут ли СМИ на события, отдельно все точки, помосты, сцены, оборудование. Мы видели, что стекаются журналисты, стекаются люди, все окрестности тут стекаются в наш сквер, где впервые было мероприятие. Люди становились, залазили на деревья, залазили на скамейки для того, чтобы видеть, потому что огромная толпа заполнила весь сквер. И тогда для нас это было очень большим подтверждением, что мы в Божьей воле. На мероприятии было 21 телеканал и медиа в целом. Среди них были телеканалы, интернет-издания, не только с Украины. Мне недостаточно было то, что я вижу. Вот незаконченность. Я сам вдобавок еще художник. Есть композиция. И когда ты начинаешь рисовать, есть просто наброски. Ты наброски делаешь, а потом ты делаешь основной фон, а потом идут прорисовки. И когда ты сделал наброски и это показываешь, художник не любит показывать полуфабрикат. Но его надо показывать, потому что хоть что-то надо показать. Ты заливаешь просто цветом, ты недовольный, потому что нету деталей, прорисовок, мазков.
Сегодня я могу сказать, что я чувствую, что я делаю уже мазки. То есть я уже прорисовываю какие-то детали и вижу уже приблизительно законченную картину. Были определенные задачи. Сделать культурное мероприятие. Мы достигли это. Сделать это мероприятие историческое. Мы сделали его историческим. Чтобы оно глубоко духовным было. Мы его сделали глубоко духовным. И душевным. Мы сделали его душевным. Чтобы оно было театральным. Мы его сделали. Понятно, что есть много, что нужно дорабатывать, но в принципе уже картина видна, всем понятна. До мероприятия за 3 дня на Дерибасовской мы восстанавливаем огромный объект, римскую палатку. И римляне, то есть мы, как реконструкторы, живем жизнью. Просто кушаем, что-то чистим, что-то делаем. Мы огораживаемся такой веревкой. Люди могут посмотреть на жизнь реальных легионеров. Люди фотографируются, научные сотрудники рассказывают о бытии, они рассказывают о предметах, где что нашли, по каким находкам мы восстановили тот или иной предмет. Мы рассказываем о мероприятии, что через 3 дня, 2 дня будет мероприятие, приходите. И уже в субботу, обычно это в субботу проводим, с утра, практически с 9 утра уже много народу. В общем, это создается хорошая атмосфера. Я собираю братьев для проведения вот этих тех работ, которые связаны с всеми мероприятиями, которые проходят у нас в церкви и в фонде. Восстанавливаем объекты. Но это не так все просто. Денис Петрович Сердюченко, не один день вынашивает. Он ездит, участвует вот в этих реконструкциях. Там, допустим, он приезжает с Венгрии, зовет себя, вызывает, говорит, посмотри, пожалуйста. А там смотришь башни какие-то, лестницы, какие-то объекты, которые мы, в принципе, никогда это не делали. Соответственно, я собираю техкоманду, есть совет нашей техкоманды, в который ходят ребята, которые работают на строительстве, прорабы, мастера, просто специалисты. И мы, соответственно, смотрим, думаем, как это разрабатываем, меряем, какие затраты, какие надо делать объекты и выполняем. Справедливо сказать, что мы не заканчиваем организационные моменты, они все время постоянно функционируют. То есть мы закончили реконструкцию уже в мыслях о том, что будет в следующем году, и нам нужно двигаться дальше. Есть моменты, которые ты посмотрел и понимаешь, что тебе нужно их исправить. Мы начинаем там нарабатывать сценарии, проверять наше обмундирование, там смотреть, что там в нем можно исправить или доделать, или дозаказать. Каждый раз у нас появляются новые объекты. Если, допустим, раньше мы начинали 1 сцена, 2, у нас сейчас как минимум 3 сцены. Когда шествие Иисуса, 3 остановки. Здесь 1 сцена, через определенный метраж 2 сцена, 3 сцена. 3 таких сцены, 350 поддонов. Это надо установить, соответственно, мы здесь в парке, у нас есть площадка. Мы сначала это все прорабатываем, устанавливаем, а потом завозим. Сложность у нас заключалась в том, что если бы это была просто 1 сцена, где поставили микрофоны, все вышли и сказали, и как бы на этом все. Поскольку это постоянное движение, это шествие, и каждый из актеров, он должен был быть озвучен. И вся цепь самой пасхальной реконструкции, она была, в принципе, озвучена беспрерывно. Не 1 месяц даже идет подготовка к этому всему. И все практически в последний день решается. Можете представить, сцена высота 1,70 м, а ступеньку надо рассчитать так, чтобы был шаг, у них у всех балахон, и они ж не в джинсах идут. Расстояние ступени, какое должно быть, это минимум 30 сантиметров, а мы делаем больше, по 40 сантиметров. И лестница должна быть крепкая, вот эти ступеньки, потому что легионеры, они с амуницией, у них каски, щиты. До часу ночи минимум на Дерибасовской это устанавливаешь. Ты не спишь, потому что думаешь, все ли у тебя на месте, все ли вы сделали, все ли привезли, ничего ли не забыли. У тебя очень много диалогов, которые ты как бы гасишь в себе, потом ты снова их проходишь. Мы обычно проводим реконструкцию после обеда, вот, и ты понимаешь, что у тебя есть еще несколько часов, может быть, для того, чтобы какие-то моменты не упустить. Всем ли ты сказал, всем ли передал информацию, все ли поняли, что им нужно делать, все ли батарейки зарядили.
активно сотрудничаем с городом. Особенно несколько последних лет, когда мы ощущаем это более, так сказать, в финансовом эквиваленте помощью структур в организации. Это очень такое дорогостоящее мероприятие. Какую-то часть они могли покрывать. Более 5 лет назад в одном из планирований мы услышали предложение о том, что есть такая инициатива, как пасхальная реконструкция. И достаточно сразу она нашла свое отражение, потому что помимо того, что это мероприятие несет определенный информационный посыл, оно несет просветительскую функцию, оно также очень круто вливается вообще в тот информационный фон мероприятий, которые проходят в нашем городе. Знаю, я вижу, насколько много усилий, и сколько много таких вот тонких моментов, и сколько та команда, которая занимается этим, организовывает. И понятно, что возникает множество проблем, потому что это центр города, это улицы, коммуникации, люди, организация транспорта. Вот обычно картинка такая вот короткая и красивая, но за ней стоит колоссальная работа, потому что каждый нюанс имеет значение. Если упустить в этот момент, вся картинка, все мероприятие может разрушиться. Поэтому тут вот мы, как департамент внутренней политики, оказываем коммуникацию. Это разрешение по светофорам, по проезду транспорта. Очень важно, чтобы перекрытие улиц было достаточно грамотное, чтобы оно не мешало и проведению реконструкции, и жизнедеятельности города. Это и установка сцены, установление звукового оборудования, которое тоже последние несколько лет Одесский городской совет занимается, оказывает такую помощь. Данное мероприятие стало достаточно важным для города, потому что оно показывает вот религиозные традиции, и причем это настолько визуально и интересно, да, и как-то вот необычно, но в то же время познавательно. И то количество людей, которые приходят, мы же видим, как люди реагируют. Мы все знаем и ощущаем присутствие Бога в нашій житті, то, що нас веде. Знайомство та співробітництво з добрим самарянином розпочалося у важкому 2014 році щодо допомоги внутрішньопереміщеним особам з Луганської, Донецької областей та Криму. Тому на запрошення прийняти участь у пасхальній реконструкції я відкликнулася. Це був новий досвід, корисний для громади. Основной такой задачей, которая стояла перед нами, это было найти интересные события, которые происходят в городе. Наверное, одна из самых таких активных команд, которая занималась организацией мероприятий, это как раз-таки были ребята из «Доброго самаритянина». Мы создали календарь событий, в этом календаре у нас были эти мероприятия. Одесса позиционирует себя как город 100 фестивалей. Действительно, мы как культурная столица Украины проводим огромное количество проектов. Но, пожалуй, реконструкция пасхальная – это совершенно уникальный проект, который стоит некоторым образом особняком. С 2013 года, когда к нам обратились с идеей организации этого проекта, мы даже не могли себе предположить, насколько он попадет в резонанс с атмосферой города, насколько он будет востребован, насколько он будет интересен. И последние годы мы очень активно поддерживаем это мероприятие, потому что, во-первых, оно необыкновенно духовно, оно очень важно, особенно в контексте сегодняшних дней, для жителей города. Тем не менее, к нам, кроме жителей города, приезжает огромное количество участников со всего мира, которые хотят принять участие в этом проекте. Это тоже само по себе уникально. Туризм — это не только про то, что вот прошло мероприятие, и вот туристы приехали, и все. На самом деле ребята привозят сюда реконструкторов со всего мира, они узнают Одессу, они приезжают сюда сами, об этом рассказывают своим друзьям. Вот это тот туризм, про который, наверное, стоит говорить, что это не единоразовая акция раз в году, а что людям интересен наш город, и это очень хороший информационный повод привлечь интересных людей со всего мира. Нам пришло письмо с запретом проводить мероприятия, с такой формулировкой, что мы можем оскорбить чувства верующих своим действием. И нас вызвали в суд. Первый суд все-таки нам разрешил, тогда перенесли в другой суд это слушание дела, и вот там уже запретили, вот сказали, что пересмотра точно не будет, потому что все уходят на майские праздники, суд закрылся, вот постановление. Они как-то еще нам сказали, мы ссылаемся на российское законодательство, там вот так, мы живем в Украине, мы полностью поддерживаем нашу неньку Украину, создаем события для нее, и в наших мыслях даже примерно не могло бы быть такого, чтобы каким-то образом ущемить чувства верующих, наоборот, у православной церкви есть дни тишины, поэтому проводим мероприятия не в пятницу, когда день тишины, а именно в субботу. И уже сейчас в процессе
После всех этих годов, когда нас приглашают провести на Хрещатике, лучшие локации предлагают, и мы уже можем выбирать, приятно это вспоминать, что мы тогда не дрогнули, писали письма, консультировались с юристами, правильно, неправильно, как оценивают наши действия. Это все было не зря. Появилась на одном из сайтов религиозной организации такой заголовок, что в Одессе планируют распинать Христа. Мы, когда его прочитали, мы ужаснулись. Мы распинать Христа, да это для нас святое. Но это привлекло резонанс. Думали этим отпугнуть, а получилось так, что это для медиа просто красная тряпка, особенно для любителей такой желтой прессы. Они все были здесь. И вот таким образом дополнительная реклама, до которой мы бы сами никогда не додумались. Когда мы говорим о мероприятии, это, естественно, масштабное костюмирование. Это самое массовое костюмированное мероприятие Украины. И, может быть, даже не Украины, а Европы. Как можно пошить античный костюм? Очень просто. Главное, шерсть, лен, можно шелк. Ну, весной, конечно, сложно в шелке. Это в основном прямые углы, очень просто одевается. В любую эпоху, в любое время женщина всегда стремилась выглядеть красиво. Я уверена, что и в те времена римлянки, они искали всяческие возможные какие-то способы, чтобы привести вот эту красоту и в порядок, вот и свой внешний вид, и прически, и все. Первая линия актеров. Их меньше, и у них более детализированная реконструкция, где пошито своими руками. Потом вторая линия, где есть, может быть, небольшие отклонения, но зритель это не видит. То есть тоже достаточно хорошая реконструкция. Ну и люди третьего плана, где позволяется определенное творчество. Сейчас здесь находится всего лишь малая часть того, что есть. Мы выбрали самые основные костюмы. Это все из главных героев, их декор. Сделаны четко по эскизам, какие были ткани, модели. Все было рассмотрено, изучено, прежде чем это было в пошиве. Пошив происходит из натуральных тканей, чисто шерсть с ручной отделкой, ручная подшивка. Есть вот яркие, более тусклые тона. Жена Пилата достаточно зажиточная женщина, богатая женщина. Она носила более яркие наряды, потому что в то время более признанными были такие пастельные тона, спокойные. Яркость означала шик, богатство, деньги. На мне сегодня платье из шелка, грубого шелка, красного цвета. Чтобы достичь такого цвета, приходилось много трудиться, и это обходилось очень-очень дорого. Женщины того времени очень любили украшения, и чем больше, тем лучше. В некоторых случаях доходило даже, что все, что у них было в сундуках, надевалось на них, и на шеи, и на головы, и вплеталось в прически. Они именно плели прически объемные, большие такие. Серьги, например, которые на мне, они из территории Дакии по раскопкам сделаны. Фибулы тоже были найдены в раскопках в Крыму. Пояс по раскопкам был тоже найден в Германии. Весь вид, весь образ соответствует всегда историческим каким-то контекстам. Это ручная работа, это эксклюзивная работа. Детали определяют все. Костюм для Иисуса Христа используется у нас несколько. Туника как до распятия и уже после распятия с использованием красителя, как показывать, что была пролита кровь. Для первосвященников костюмы из натуральных тканей, это шерсти. У них в костюмах используются такие элементы, как шапка, которая выполнена из натуральной шерсти, из идентичная нашивка, вот металлическая, где на иврите написано «Святыня Господня». И вот такая вот накидка. К платью прилагалась еще такая накидка. Сейчас это стола на мне, она более
как вторая ткань, а пала была как плащ, более такая грубая накидка, теплая. Обязательно уважаемые дамы, они покрывали голову в обществе, дома они могли снимать это, но в обществе это всегда она выходила с покрытой головой. Нам сообщают, мы шьем, как, вот дайте нам лекалы, чтобы мы знали, как пошить правильно костюм. И мы, естественно, даем, и люди шьются, и мы уже встречаемся на пасхальной реконструкции, фотографируемся вместе. На протяжении 7 лет очень уже большое количество насобиралось. Это около до 1000 костюмов, где были также герои, задействованные в пасхальной реконструкции, но как бы второстепенного плана. У нас огромная костюмерная, что вплоть до того, что к нам обращаются режиссеры различных фильмов для того, чтобы мы дали костюмы. То есть в какой-то степени мы конкуренты Одесской киностудии. Например, сейчас люди смотрят, ого, у вас сколько там предметов. Но это каждый год, вечерами, я сижу, шью. Форма придает какого-то больше мужества. Ты как-то смотришь на себя немножко по-другому. Каждому человеку хочется либо что-то строить своими руками, либо разрушать. Я, наверное, из тех людей, которым всегда интересно было созидать что-то, делать что-то своими руками. В этом я нашел себя. Сам по профессии я моряк. Такая специфическая профессия, нужно чем-то занять свое свободное время. Поэтому оно у меня есть, и я это делаю, как правило, там на работе. Удовольствие ты получаешь, когда это все собираешь и видишь, что вырисовывается какая-то картинка. А потом, когда ты на себя это все одеваешь, ну, восторгу нету границ, пределов, и чувствуешь себя каким-то ребенком. Главное, наш принцип – детали определяют все. Мое снаряжение на мне, оно показывает типичного римского легионера того периода. То есть это конец 1 века, начало 2 века. Это походы Трояна. Собственно, вот после походов Трояна и появились в наших местах римские легионеры. Я защищен римским панцирем, лорикой хамата. Это клепано-сеченная кольчуга, кольца клепанные кольчужные и сеченные круглые кольца, собранные вручную. Лорика была различная. Лорика сегментата, то есть из сегментов. Лорика хамата, то есть кольчуга по-нашему. Она обычно была короткая, они делали определенные такие уголки, заклепки. То есть это полностью по изображениям, которые дошли до нас. Голову защищал легионера шлем. В моем варианте это шлем реплика из аквинкума, сделанный из латуни, хотя были и железные. Он с Голландии, то есть мы голландский шлем реконструировали, цельнокованный, то есть его тянули. Это не просто сварили из нескольких кусков. У центуриона был вот такой гребень, он показывал, что это центурион. Если он вдоль был, то это опциум был, который помогал центуриону. Вооружен я мечом Гладиусом помпейского типа в украшенных ножнах и кинжалом римского легионера Пугио. Кинжал украшен богато инкрустированной накладкой по находке из Херсонеса. Вот инкрустация серебром по металлу. Все это держится на 2 поясах. Пояс украшен так называемыми цингулами. Вот эти щитки – это по-римски цингулы. Они украшены или солярным таким вот символом, или сценой охоты. Здесь вот изображены животные, зайцы, собаки. Пояса держатся на пряжках, которые также копируют те образцы, которые найдены на нашей территории. Это также крымская пряжка. На поясе у меня болтается небольшой кошелечек с личной вещью легионера, костяной гребешок. Римляне за собой следили. Маника – это ставилось на рукава, потому что, в принципе, открытая часть – это были ноги и рука. Когда колол он противника, можно было поранить руку. Для того, чтобы не вредить ноги, у них на голени ставились латунные предметы. Как правило, римские легионеры изображаются и реконструируются с щитами прямоугольными. Были различные формы. И овальный был, и полуовальный, и квадратный. В данном виде бочковидный. В Ольвии нашли изображения легионеров, выполненных в глине. И на этих изображениях легионеры стоят с такими вот овальными выпуклыми щитами. В качестве умбона кованое изображение медузы Горгоны, которая также есть на различных римских памятниках. Сначала
деревянный каркас обшивается кожей и тканью, сверху накладывается античный состав, так называемый гесса. Это такой вот похожий на гипс, натуральный клей, костный, смешанный с мелом в определенных пропорциях, и добавлены там еще квасцы для того, чтобы не заводилась бактерии. Да? И он покрывается, щит, с этим составом, после чего он протирается шкуркой и расписывается натуральными красками на основе натуральных красителей. В порошках, которые смешиваются на яйце и вине, и ими расписывается вот такой вот античной техникой. На щите изображены символы того подразделения, в котором служит мой персонаж. А это легионер первого италийского легиона. За символами легиона были вепри. Поэтому у меня на щите изображены вепри, и на моей фибуле, которая заколот плащ, также изображен вепрь. Щит мой защищает веретено и молнии Юпитера. Эта краска выдержала и дождь, и мороз. Она выдержала несколько сезонов. Из украшений хочу еще отметить фалеру. Такая фалера могла быть как наградной за какие-то подвиги или какие-то другие достижения легионера, либо выполняла декоративную функцию и своего рода амулет. Сейчас я работаю над таким проектом, специальный давильный такой аппарат, где я могу выдавить вот такие чешуйки. Я их обрезаю, обрабатываю, и мне нужно 2000 вот этих чешуек пришить. Вот сколько мне работы предстоит. Обшиваю кожей. На кольчугу я потратил где-то, наверное, года 2. Каждый вечер садился, брал проволоку, наматывал, резал, слаживал. На эти доспехи чуть меньше, наверное, по полгода. Вот. Это включая латунные все изделия, над фельками выпиливал все по схеме. Самое большее ушло время на вот эти все мелкие детали. Шлем сам примерно где-то 1,5 килограмма весит. Килограмм весит гладиус. И около 10 где-то вот сама лорика. В совокупности это приличный вес. Сразу, может, он не очень даже ощутим. Ты вот делал, там тебе как бы нормально, но ты чуть-чуть походил, и ты ощущаешь, как начинает ломить у тебя. Тут вот вся часть это сверху, ребра, и в нашей практике это там несколько дней. С утра одел, и ты там вечером снял. Со временем ты начинаешь как бы привыкать к этому. Да, тебе тяжело, потом ты входишь в этот ритм. Уже, в принципе, нормально. Культурный контекст очень важен. Например, ткань очень редко покупали. Бывало так, что тунику донашивали дети. Рабу выделялась туника на год, а верхняя одежда, то есть плащ, на 2 года. Обувь не выдавали. И ткань так занашивали, что они аж вот эти нитки расходились. И когда говорится, что на старую ткань не нашивают новое, потому что, ну как ты новая, она цельная, а это уже разлазится. Она, естественно, еще хуже сделает, то никто так не делает. Через реконструкцию и одеваемся, разбираем, тогда мы понимаем многие места Писания немного по-другому. Нам становится понятно. Когда говорится, что на пир пришел не в положенной одежде, как определили? Не часто были праздники, у них были отдельная одежда на праздники, она дорогая была. Потому что ты выходишь в люди, ты должен показать себя. В то время это очень было важно. И вдруг человек пришел в простой тунике, которая уже ткань разлазится. Так что, когда в Библии говорится, что мы оделись в любовь,
показывала статус. И любовь как раз это то, что отражает христианина или отличает христианина от других людей. В деталях и определяется все богословие. Есть много моментов, которые для нас очень важно разобраться, для того, чтобы понять, зачем нужна нам реконструкция. Часто мы, как современные люди, мы мыслим шаблонами современности. Например, яркий пример, который я часто привожу, это вопрос усыновления. Мы сразу представляем, ребенок живет в интернате, приходят родители, усыновляет. В античности все было совершенно по-другому. Сын не отличался от раба до какого-то времени. После того, когда отец провозгласит его наследником, равно и как раб. Он служил господину своему, и в принципе у него тоже был огромный шанс стать наследником. Через выкуп, трижды выкупался, потом человек отрекался от предыдущей фамилии, и он провозглашал, что его новая фамилия, уже его непосредственного патрона. Когда мы говорим, что мы куплены драгоценной ценой, в Библии написано, и вы усыновлены, это два термина рядом стоит, описывается юридическое событие, которое происходило в Риме. У евреев такого не было, у нас нету сейчас такого, а у римлян было юридически, законно. Письменность. По-различному они писали, на папирусе. Есть пергам, это на коже. Были вот такие таблички восковые, где они стилусом писали. Потом для того, чтобы стереть, они нагревали или стилус, или восковое покрытие. А также были такие деревянные. Письма закреплялись такой печатью. Каждое кольцо или каждая печать имела свое значение, потому что оно было индивидуально, не было массового производства. Например, у меня здесь написано Кертус. Мое имя реконструкторское – это Публио Флавиус Кертус. Первое имя Публиус обычно давалось всем детям, потом было фамильное имя. Например, у меня Флавиус, мой герой, его отец служил при Флавии. И он получил гражданство, римское гражданство по окончанию службы, 25 лет. Обычно, чтобы не мучиться, давали в честь императора, при котором служили. Третье имя, по-нашему, это, наверное, кличка, позывное. В историю люди входили именно с третьим именем. Павел, это третье имя, он, скорее всего, что был низкого роста. Как давалось третье имя? Или давали по привычкам, по характеру или по внешности, косой, кривой, рыжий, Руфус, рыжий. Один из реконструкторов дал мне имя Кертус, что означает уверенный, надежный, верный. Библия говорит о том, что нам будет дано новое имя. Это нормально было, когда менялось имя. В связи с тем, что характер человека изменялся, может, подвиг какой-то сделал, а может быть, наоборот, прославился негодными какими-то делами. Мы, знаете, когда говорим о поиске истины, человек говорит, это истина, фундаментальная. Там есть греческое слово, которое говорится истина как искренность, как честность. И ты, когда одел пояс истины, ты одел пояс христианина, ты должен быть христианином. То есть отображать свой статус. Если ты одел богатый пояс, ты не можешь себе позволить ковыряться в грязи, убирать навоз, потому что у тебя статус. Или сними пояс, или не занимайся этим делом. Это простые сандали. А вот знаменитые римские коллеги. Тоже, кстати, шил своими руками. Знаменитые гвозди. Тут разные были изображения. И до сих пор находят гвозди отломанные, где-то валяются, когда археологи раскапывают именно культурный слой того времени. Это среднего класса человека. Это солдатская, то есть тоже не каждый позволил, потому что это дорого. Металл здесь находился. А вот есть женская обувь. 2 куска кожи соединялась. Просовывалась веревка на узлах. Здесь еще просовывалась кожаная такая лента. И завязывалась вокруг ноги. Карботины называются. В холодную пору шерстяная была как стелька. Ложили для того, чтобы не было холода. Такие сапожки, кальцеи называются.
Они полностью были закрыты. Естественно, одевались в носки, шерстяные или льняные шились. Стиль вязки делали именно такой, точно такой, какой использовали в то время. Они брали иглу и продевали одной иглой, шили, называют как солдатское еще вязание. То есть такой вязкой они соединяли нитки между собой. Здесь у меня очень богатый кошелек. Здесь различные из монет. Во времена Иисуса Христа несколько направлений монет, то есть были римские, которые мы знаем как динарии. Были драхмы, это греческая единица измерения, это дневная зарплата, вот 1 динарий. Также были у них сестерцы, вот такой латунные. Потом асы, единица, на которой основывалась римская экономика. Вот таких 12 асов, это был 1 динарий. Вот за 2 аса они могли купить 2 литра вина. Вот это дневной заработок, средний. Как он вычислился? Это пошло с римских солдат. Римскому солдату давали динарий за его дневную работу. Мы знаем, что в Священном Писании говорится, что кесарю, Богу Божию. Богу давался священный сикль, то есть полсикля священных. Полсикля это сикль, это уже еврейская единица измерения. Давалось 2 динария. Но кесарю нужно было заплатить 1 динарий. Что евреи делали, когда они шли в храм? Они думали так: все равно мы идем в паломничество, кесарю дадим 1 динарий, и Богу мы дадим тоже 1 динарий. И это выходит 2 динария. Все равно же на Божье дело, то есть на поездку, на все налоги и так далее. И вот интересный момент. Иисус Христос подловил их. Кесарю Бог Божий — это как на равных. Динарий. Нет, Богу больше в 2 раза. Он говорит: какое здесь изображение? Они говорят: кесарю. Он говорит: кесарю 1 динарий, а Богу дайте 2 динария. Богу не равно, как кесарю давать. Богу всегда больше. Самая маленькая единица измерения, вот монетка, она очень маленькая такая. Когда лепту дала вдова, это было ее все пропитание. Если у человека заработок был динарий, это вот столько монет, где он мог купить и вино, и хлеба, и всего, то что можно на эту лепту? На лепту эту практически ничего невозможно купить. Плаксон, матрица, приспособление, его устанавливает внутрь, ставится заготовочка, сверху ставится изображение, устанавливается ударная часть и молотком наносится жесткий удар, и мы получаем изображение, которое появляется на монетке. Библия говорит, что мы должны стать образом. Это переводится слово топос. То есть мы должны стать образом Божьим, образом вот этой чеканкой Божией. Почему чеканили императора? Это политическая, можно сказать, газета. Это пропаганда была. Для нас это тоже прообраз, что мы изображение Бога на земле. И куда эта бы монета не попадала, вот как мы, как христиане, мы все равно остаемся топосом, мы все равно остаемся образом Божьим. Не только одежда важна, чтобы она была историческая, но также и пища, которую принимает актер, она достаточно приближена к историческому. Мясо, телятину или
такое обычно в обиходе. Естественно, это лук, это орехи различные, маслины, брынза, финики, яйца. То есть, в принципе, еда была простая, но насыщена белком, что немаловажно. Потому что даже если смотрим на хлеб, то хлеб был сделан из, как называется сейчас, полба, где 36% было протеина. То есть еда была достаточно полезная. Казанчик, это тоже из Помпея. Патера. Это так называемый лукулус, римский бурдюк для воды или для вина. Целиком его найдено не было. Были найдены только фрагменты, которые позволяют делать какие-то вариации в его конструкции. Держит воду, не пропускает, несмотря на то, что он собран вот из кожи. Кожа промаслена и обработана воском пчелиным. Поэтому вкус вполне пристойный и у воды, и у вина. Сюда входит примерно 2 литра жидкости. Мы знаем о том, что воины дали уксус Иисусу Христу. Разные есть толкования, но уксус, как вы поняли, это была неотъемлемая часть жизни. Они с собой носили для того, чтобы не отравиться. То, когда они дали Иисусу Христу уксус, они в какой-то степени обезболили мучения Иисуса Христа. Потому что часто толкуют, что вот какие жестокие, аж дали уксус, не воды. На самом деле они хотели обезболить, чтобы ему стало легче. Его добавляли и в вино, а часто вино путали с уксусом. То не было такого чистого вина, как, например, мы понимаем. Было такое выражение «напиться как скиф». Римляне не пили так, как мы сейчас понимаем напиться. Они разбавляли вино 1 к 4, а евреи вообще 1 к 8. То, естественно, когда начинают рассказывать вот этой идеей, что в Библии разрешается пить вино, любой виноградное изделие, то есть сок, вот просто я выдавил виноградины и потек сок, это уже было вино. Мы вовлекаем в этот процесс кулинарии современных поваров для того, чтобы они смоделировали ту еду, которую готовили древние люди. Уже на протяжении последних нескольких лет, 3-4 года, мы активно занимаемся популяризацией гастрономии, кулинарии, локальных продуктов на юге Украины. И с организаторами реконструкциями мы знакомы, в том числе и в этой стезе. Вот. Поэтому, когда у ребят стал вопрос, с кем же делать гастрономическую реконструкцию тех времен, то мы решили, что мы можем взять на себя эту задачу и попытаться качественно ее реализовать. И проработкой аутентичных блюд занимались сами организаторы, мы подключились уже более в финальной части, то есть это сам процесс приготовления там непосредственно на месте. В те времена все было просто, еда есть, это уже хорошо. Когда мы устанавливаем объекты на Дерибасовской, то есть палатку, и вот эти 3 дня, которые живут там люди, они кушают, в принципе, вот эту еду. Культура происхождения пищи, она очень тесно связана с бытом и культурой там, народа, плюс регион, то есть те продукты, которые он дает, там, теруары и все остальное. Раньше поваров называли кашеварами, а древних римлян называли кашеедами. Потому что большой процент их там, рациона ежедневного составляли каши. И те продукты, которые были при дворе там, у крестьян. То есть это там, мясо какое-то понятное, да? Это яйца, это большое количество зелени, там, трав, которые росли тогда, я думаю, что растут и сейчас. Полба – это такой дикий вид пшеницы, рос тогда. Само по себе приготовление еды, начиная от разведения костра на Дерибасовской, это уже гигантский вызов для любого повара. Была организована специальная зона с песочницей, там стоял казанчик, там варилась полба.
Особенно это увлекательно для тех поваров, которые привыкли на кухне нажатием одной кнопки делать столько процессов, за которые раньше отвечало 5 человек. Оказаться в условиях, где все нужно готовить из-под ножа и только с помощью ножа, и больше ничего. Это тяжело, но в принципе для профессионально подготовленных людей эта задача выполнима. В чем отличие приготовления еды там, на открытом огне и на привычной всем газовой комфорке или там, электрокомфорке? Возможность регулировать интенсивность огня и соблюдение температурных режимов. Нельзя сделать костер тише. Это невозможно. Со временем я начал понимать, что есть похожие реконструкции, только они, может быть, в другом формате. Например, я только в том году узнал, что есть в Германии целый городок античный, но это не религиозное. Позапрошлом году узнал, что в Англии есть похожие мероприятия, но его один раз проводили. За Америку не знаю, может быть, и в Америке тоже есть. Мы в Альба-Юлии были, то там собралось около 100 только римских легионеров. Вы представляете, маршировали 100 человек. Когда я был в Польше на мероприятии, там тоже съехались реконструкторы, но в основном оно посвящалось варварам. Также мы были в Венгрии, в Израиле тоже есть какая-то реконструкция. Буквально один человек переодевается, и он в виде Христа проходит определенный путь. И люди, туристы, больше фотографируют. Но чтобы была полная вовлеченность вот в нашем стиле, то такого нету. Однозначно могу сказать, что Украина, Одесса в этом плане первая. Мы рады, что мы что-то новое создали, уникальное. Мы с группой выходим на природу в какие-то походы, совершали поездки по историческим местам, где стояли римские легионы. Те места, где, собственно, служили вот солдаты, которых мы из себя представляем. Мы ездим на фестивали разные античные, где принимали участие в импровизированных битвах. Мы смогли организовать такой клуб по всей Украине. Это не только Одесса, это Днепр, Киев, там другие города. Одесса — это векселяция римских войск Нижней Мизии. То есть мы изучаем глубоко историю древности именно Украины, Одесской области, если конкретно. К нам приезжают гости из разных стран. То есть это и поляки, это чехи, это румыны, Болгария. У них тоже есть цель, у них тоже есть свои потребности. Мы ездим на какие-то исторические места. В Орловку, мы ездим на Троянов вал, мы там посещаем наши тут места стоянок римских легионеров. На реконструкциях за рубежом уникальным был уровень подготовки, к которому мы все время стремимся, но берем на вооружение. Например, в римском лагере мы сделали указатели в античном стиле. Сам лагерь видоизменили с учетом того, что в лагере можно было бы даже ночевать, если бы ребята-реконструкторы согласились остаться посреди Дерибасовской с ночевкой, то это возможно. Когда мы видим, как проводят клубы недельные, такие фестивали античные, когда угощают античной едой горожан, всех приходящих, огромные фотосессии устраивают, показывают предметы быта того времени с возможностью прямо здесь их сделать, либо из кожи себе какой-то брелок, либо пояс, либо обувь. Все то, что вот мы носим на себе, это все делается на античных фестивалях, и люди могут в дальнейшем эту сумку, которую там он пошил за несколько часов, в дальнейшем тоже ее использовать как кошелек или для ноутбука. Такая вот любовь к истории, она есть у многих, и это была бы хорошая возможность для Одессы. Мы объявили в Одессе, будет евангелизация. Это первая евангелизация в Советском Союзе под открытым небом, но она была, конечно, не санкционирована. Это при Горбачеве, это 1988 год, тысячелетие крещения Руси. Это первое. Ну, конечно, КГБ мы не дадим, уполномоченные мы вас посадим, ну, там вас штыками армия встретит, вы не пройдете в Парк Победы. Вы понимаете, что армия окружит? Я говорю, понимаю. Ну и что вы будете делать? А мы проведем
Он говорит, так вы же перекроете движение. Да нет, уважаемый, я не буду прикрывать, это вы перекроете. Я хочу в парке, я написал мэру города, то вы запрещаете, я буду на улице, ничего страшного. Открытое небо, Бог дал нам, моим отцам, я же не на чужой земле. Тут мои деды и прадеды жили, а я уже под открытым этим небом скажу об Иисусе Христе. Не делайте, мы вам не дадим. Нет, я так сидел дома, и Господь говорит, дай телеграмму Горбачеву. Мы склеили там несколько бланков телеграммы. У меня была такая небольшая справка, что я старший пастор христиан Веры Ивановны Одесской области. Взял паспорт, выстоял очередь, пошел к телеграфисту, там девочка сидела. Мне Москва, Кремль, Горбачеву. И я все там написал. Свобода, я написал вовремя заявление, но мне не разрешают, я вынужден без разрешения проводить. Там будет 1000 людей, будут, может, инциденты какие-то. Все, с уведомлением я на следующий день пришло Борисенко, мы получили, и КГБ, конечно, закрутили совсем по-другому. Это меня уже сопровождали не только в автобусе даже, международном, сидел сзади. Со всего Советского Союза съезжались люди, тысячи, десятки тысяч. А впереди нас военный оркестр шел, чтобы играть посредине и давать нам возможность. Включили электроэнергию, мы же приспособленные люди. У нас был генератор, все заранее, аппаратура, все. Там начали тягать эти провода, милиция себе, были милиция только офицеры. Я посмотрел, старший из них, майор, мы учились в одной роте, в мореходке, по-Суховски. Я говорю, Пасуховский, что ты тут делаешь? Он говорит, да я-то на работе, а ты что тут делаешь? Я говорю, я тут старший. Да ты что? Я говорю, ты бросил этот провод. Не надо усердствовать. Он бросил тот провод, говорит, он генерал идет, ты держись. Генерал переодетый шел. И серьезный разговор был. Мы даем вам 20 минут, поздравьте с тысячелетием. Да не было там 20 минут, конечно, было по полной программе служения. Началась массовая евангелизация в Советском Союзе, вот так приблизительно. Потом мы ездили по городам, потом и другие конфессии, церкви подхватили такой пример. Мой отец, он является епископом, такой достаточно знаменитый в религиозных кругах, и то, что он благословил, для меня было достаточно. Время меняется, конечно, форма меняется, общество меняется. Всему свое время. Вот когда мы начинали, мы собирали стадионы людей. Человек достаточно был с гитарой в парке, чтобы играл о Христе, люди собирались. Но приходит время, когда этого недостаточно. И мы находим другую форму. У людей нет достаточно времени, они недостаточно гуляют в парках, чтобы слушать. Им надоело, что их кто-то обманывает, то экстрасенсы обманывают, то лжехристиане, там чудотворцы на этом играют, и люди отравлены. И плюс еще и агитация своего рода, тоже нечистоплотных, что вот такие-сякие, то американские шпионы, то мне всякое. У меня был один случай, шли люди, толпа. Я не был в Римском, я был как священнослужитель, стоял на сцене, и вот идет Иисус Христос, то есть образ Иисуса Христа, идет с крестом, приближается, и вся толпа движется на нас. Вот представьте, Дерибасовская, там не знаю сколько, 2000 или 3000, там не посчитаешь, они просто идут на тебя. Я стою рядом со своим отцом, и он стоит и мне говорит: Денис, запомни это событие, потому что это событие равное первой евангелизации, которую мы проводили в 1988 году. Запомни каждый миг, каждое мгновение. Молодежь нашего времени была, конечно, другая. Я был руководителем молодежи 12 лет вообще-то. И у нас были песни такие: в Сибирь, Воркута и так далее, тюрьма. И наша молодежь были солдаты, просто все солдаты. Они знали, что отцов посадят, они будут проповедовать. Нужно отцам передачи в тюрьму, нужно работать, кормить семью, помогать матери. Мои братья знали, что если меня заберут, нужно жене помогать, нужно детей кормить. И они готовы были
с собой закрывать служителей. Вот это трудно объяснимо. Незаслуженно обвиняют, незаслуженно гонят, усиливают молодежь. Они быстрее взрослеют, скорее всего, так. Верующая молодежь было не просто тогда жить. А сейчас молодежь в большей свободе, доступ и средства массовой информации, и каждый считает свое мнение постмодерн, когда отсутствует вертикаль какая-то. Над ними кто-то, который может им подсказать. Я сам все знаю, я даже лучше знаю, вы плохо знаете. Оно отражается на молодежи как в церкви, так и вне церкви. Обстановка другая. Но я очень люблю нашу молодежь сейчас. Они прекрасные, они чистые. Да, у них больше поле, шоры немножко раздвинулись, они много понимают, но они способны отличать правую от левой руки. Духовный индикатор, он есть у каждого христианина. Вот молодежи современно такой индикатор есть. И я поэтому спокоен. Так как я фотографирую, я постоянно взаимодействую с очень большим количеством людей, разных людей. Мы делимся друг с другом какими-то убеждениями, хобби, что происходит в нашей жизни. Я всегда слушаю их, я сравниваю это с собой, я задаю себе вопросы. Иногда я чувствую уверенность, иногда я сомневаюсь в том, что я прихожу и говорю, а может тебя нет, а какой ты? Я обижаюсь на него, потом прошу прощения, говорю, прости меня. И это такой интересный путь веры, потому что ты никогда ничего не можешь потрогать и не можешь знать, но ты всегда идешь в какую-то неизвестность. Когда я заканчивал мореходку, мне давали путевку, я был успешный курсант, старшина, и в академии и прочее. Все, двери открыты. Я сказал, нет. Я порвал консульский билет, выбросил, сказал, я хочу быть в гвардии рядовым армии Твоей, Господь. Возьми меня, он рядовым, но в гвардию только. Так я представлял. Он взял меня. Я посчитал себя самым счастливым человеком в мире. Да, военная карьера уже не пошла, я пошел в гражданскую, у меня документы, будешь комсоргом там порта, там, участка. Я говорю, не буду. Да вы же офицер, такое училище, и старейшее и так далее. Я говорю, нет, я буду говорить о Христе. Да брось, мы все верим, будешь комсоргом. Да не буду, я же вам сказал. Я кадровый христианин. Как вам объяснить, не могу. Вот дела. Ладно, тогда не надо. Мне КГБист говорил, вы тут кушаете советский хлеб. Я говорю, полковник, я говорю, не ваш хлеб я кушаю. У меня 9 детей, я на 3 работах работаю, чтобы прокормить, дать образование им всех. Они все выросли прекрасно, получили образование, все устроили семью свою, все порядочные люди. Я ем хлеб, который продают в магазине, причем не за ваши деньги. И никогда за чужие деньги я не ел. Я зарабатывал их. И сейчас, уже 72-й год, я своими руками зарабатываю. Я-то на 5-м курсе, можно сказать, стал верующим, а им нельзя было учиться. Моей жене деда расстреляли в 1937 году. Мать и бабушку выселили из дома, ходили в другом городе без права прописки и работы. Конечно, какое им образование? Она музыкальную школу закончила, она играла в церкви, но она поступала, чтобы получить высшее музыкальное образование. Но уже все закрыто. Наши прекрасные мальчики, девочки заканчивали школу с золотой медалью, шли в ПТУ на маляра, на штукатура, и то с трудом. Это такой пресс, это что вы там такие сектанты, вы такие там детей едите, у вас такие безнравственные, там закрывали дверь, тушили свет, всякая нечисть поднимала свой голос. Порядочные люди не делали это, всякое такое непотребство, которое ни мозгов нету, ни сердца. У каждого из нас есть свой набор талантов. И здесь как раз такой уникальный инструментарий Божий, когда люди посвященные обладают навыками, обладают способностями, знают себе цену. Еще одной такой часть – это работа с актерами,
набрать этих людей. Когда в нашем клубе появился уже такой полноценный образ Центуриона, то мы, конечно же, очень четко распределили свои роли. То есть у нас есть знаменоносец, да, который несет векселярий, и есть Центурион и ряд простых обычных легионеров. Сейчас я в составе легионеров, рядовых солдат, которые конвоируют, ведут Иисуса в последний путь. Видя там задачи, роли, понимаем, что надо 12 учеников, и вот такие они должны быть. Хотя бы визуально, чтобы человек из толпы узнавал, что да, это Петр из среди всех этих 12, а вот это Иоанн. По каким критериям? Мы уже для себя выбираем. Пусть он будет голубоглазый, пусть этот Иоанн будет привлекательный, пусть он будет из какой-то актерской среды, будет легко, раскованно держать себя на сцене. Я помню, как мне Рома позвонил. Говорит: Дима, не хочешь поучаствовать в пасхальной реконструкции, сыграть Иисуса Христа? Но первое ощущение и мысль, я думаю, это очень странно, это не моя это все тело. Я говорю: да, Рома, я подумаю. Да почему нет? Ничего в этом плохого нет, это очень положительное дело. Рассказать и как-то визуально показать людям, как это происходило. Единственное, что роль Христа для меня это было, как-то так. Это просто личность, которой, ты веришь в него, и здесь его играть, это очень странное ощущение, ты не можешь никак думать, как его можно сыграть. И есть такой и страх небольшой. Выбирая человека на роль Иисуса, мы понимали, что человек должен быть высоким и худощавым. Рост связан с тем, что сам крест, который он несет, выше гораздо. Непростое такое орудие пыток для того времени, тем более для современного человека. Вынести это не так просто, огромный вес. Так как главная личность всей реконструкции Иисус Христос, его должно быть видно. С любого места, где бы ты ни стоял в толпе, ты его должен видеть, поэтому у него и красная мантия, это все соответствует Библии, ризы его, цельно сшитый хитон. Мне было очень сложно представить, как это будет вообще происходить. Мне очень сильно помог фильм «Страсти Христовы» Мела Гибсона. Это как такая единственная отсылка, максимально натурально как-то визуально себе представить, приблизительно, как это происходило. Я его пересмотрел. Это всегда, трогает все внутри. Нам очень повезло с главным героем, с Димой, потому что, несмотря на все трудности, он идет босиком, он сбивает там ноги в кровь себе, он падает с этим крестом на брусчатку дерибасовской старинную. Когда ты это видишь, как трясется его рука, я много раз сомневалась, он сейчас играет или ему действительно так плохо, потому что я знаю, что он сутки не ест, он в посте, там где-то у меня всегда для него изюм есть, если вдруг у него упадет сахар, он начнет терять сознание, хоть что-то там дать. Ложа не соблюдает. Иди. Увидим сейчас, как он снимет свят Христа, раз он Сын Божий. Возьми его! Смерть самозванцу и богохульнику! Виновен! Когда бы жить домашним кругом, я ограничить захотел. Когда б не быть отцом супругом, приятный жребий повелел, то верно, кроме вас одной невесты не искал иной. Я есть христианин, я верю в Господа. И когда есть хоть малейшая возможность достучаться людям, проходящим на улице, может, мимо, которые не думали о
вечности, кто их создал, для чего они живут. Я, конечно же, откликнулся на эту возможность поучаствовать в этой постановке. В пасхальной реконструкции я играю роль Клавдии, это жена Пилата. Это очень драматическая роль, проникновенная, эмоциональная роль. Я не профессиональная актриса, я никогда не играла нигде, ни на сцене, ни в театре. Вначале ты понимаешь, что это роль, отрепетированная роль, что вокруг тебя такие же люди, которые играют тоже свои роли, что это не настоящий Пилат, что это выводят и бьют не настоящего Иисуса. И для того, чтобы ты это все четко разложил по полочкам, ты выучиваешь слова, где-то идет запись, где-то идет от себя что-то надо добавить. Ты знаешь четко, на какой минуте ты должен выйти, какой шаг сделать. Но когда ты попадаешь на сцену, ты настолько окунаешься в эту атмосферу, это так эмоционально, переживательно, потому что перед тобой уже не Максим стоит, перед тобой Пилат стоит. Перед тобой выводят не просто Диму в переодетых, в каких-то одеждах, а перед тобой выводят Иисуса, твоего Спасителя. И ты настолько проникаешься всем этим, и ты уже не играешь, ты живешь. И это все идет настолько эмоционально, идет от сердца, поэтому сказать, что это только роль, не могу. Я в нашем подразделении реконструирован, я исполняю роль знаменосца. Сначала я служил простым легионером, постепенно из-за возраста не могу быть простым легионером, и плюс за разные заслуги меня произвели в векселярии. И я ношу нашу вексилу. В легионе были разные должности, и все легионеры, кроме того, что были солдатами, они исполняли еще какие-то функции. Кто-то дополнительно помогал кузнецам, кто-то делал покрытие, черепицу, где, как известно, ставили легионные клейма. Кто-то там занимался каким-то другим ремеслом, кто-то занимался какими-то художественными работами. И такие солдаты носили название «иммун». Вот. Я в таком случае как бы иммун. С одной стороны, так как я по профессии художник, скульптор, вот, то я расписываю наши щиты, плюс я расписал нашу вексилу, сделал бронзового орла по образцам находок в нашем регионе. Безусловно, дети в семье, они вовлечены в весь процесс, они тоже готовятся, ждут, для них отдельно шьется обувь на реконструкцию, отдельно шьются наряды, создаются образы. За столько лет уже они кого только не играли. Настя, старшая наша, была дочкой сотника, который в конце покаялся, и Бог исцелил Иисус его ребенка. Ее там трясли перед народом, что вот, смотрите, она исцелена. Сын бросал вместе с людьми с балкона камни тоже в толпу, бутафорию, естественно. Очень интересное ощущение, когда ты понимаешь, что ты находишься в одной реальности с людьми в современное время, но за счет того, что все как-то происходит в этой постановке, тоже так реально, что ты начинаешь терять это чувство реальности, и ты не можешь где-то сориентироваться и понять. И чувство начинает внутри мешаться. Ты вроде бы, мозг тебе говорит, что ты находишься в 21 веке, все нормально. А внутренне ты начинаешь ощущать эту всю тяжесть криков, критики, и ты несешь этот крест. И он тоже тяжелый. Я еще босиком шел, и это на тебя давит. И плакать хочется. И я думал о Иисусе Христе, я думал о нем. Уже каким-то таким глубоким личным ощущением. Я начинал задавать себе вопросы, зачем он это все делал. Все эти годы я регулярный, постоянный конвоир Христа к месту казни. Вот. Это накладывает определенный отпечаток вот на эту роль. У меня и слезы лились, какие-то необъяснимые вещи происходят. В какой-то момент ты переносишься, ты становишься очевидцем и участником одновременно. Вот. И в то же время ты оглядываешься, ты понимаешь, что ты находишься, вот ты в Одессе, ты на Дерибасовской. И в этот же самый момент ты находишься у стін Єрусалима, і ти ведеш Христа к Голгофі. Я грала жінку, яка підтримує мати Христа, яка допомагає їй, яка переймається тою болю, яку Марія несе, що таке сталося з її сином. Тим, чим я займаюся у цивільному житті, я таке ж точно так же підтримую, допомагаю людям з точки зору психології, соціально-психологічних усіх моментів. Тобто тут все перекликається, тому це був і новий досвід, а також це був той досвід, який я маю, тільки який було перенаправлено у цю пасхальну реконструкцію. Я думаю, что люди не знали, что они делают. И
Он один понимал все от начала и до конца, и он понимал, что он делает. Это и больно, и при этом он любит всех людей. Ощущаешь это небо на земле, эту вечность. И как бы я пересмысливаю то, что сделал Иисус Христос. Его широту любви необъятная. Просто она... Я не могу ее понять. Я думаю, что никто не может ее понять, его любовь. Она какая-то... Это что-то неземное. Мы можем только принимать ее, мы можем обогащать друг друга этой любовью. С детства я представлял себе Понтия Пилата, наверное, как самого плохого, самого страшного. Ну, я понял, что уже спустя время, что Понтий Пилат на самом деле это не самый там плохой. Он мало, не сентиментальный человек. Он, конечно же, такой солдафон. Он привык выполнять задачи империи. Сказали, сделал. Но у него есть очень, как я увидел, очень хорошее качество. Это честность и справедливость. И вот когда фарисеи, которые были очень набожные, очень хорошо знали закон, шли, по сути, против закона, они просто от зависти больше своей хотели вот погубить праведника, то Понтий Пилат до последнего не хотел делать что-то плохое праведнику. Он прекрасно понимал, что человек ни в чем не виноват, хотя язычник, хотя очень злой, наверное, убил немало людей, и собственноручно. Это военный солдат, то есть это машина, это имперская машина, уже страшная. Но при этом он просто, знаете, как ради правды. И вот часто на таких людях вообще держится мир, как ни странно, которые просто вот, я хочу ради правды стоять. Нет, несправедливо, когда обижают слабого, когда обманывают. И, к сожалению, очень много бывает в истории сюжеты, когда как раз религиозные люди поступали нечестно, подло, хитро. Но чисто как по-театральному, вот картина мне вырисовывалась такая, что Пилат достаточно благородный, достаточно жесткий и в то же время справедливый человек. Он должен был все равно пойти на уступки и требования толпы. Когда я начал думать об этом образе, мне он близок, потому что я люблю правду, я люблю честность, открытость. Не скажу, что всегда поступал так, но когда поступал не так, мне было очень стыдно за себя. Я верю, что придет время, когда придет Иисус уже не как жертва, не как агнец Божий, который был загнан за нас, а уже в роли судьи всемогутнего Господа. Так написано в Библии. Клавдия видела сон, и он был как наяву. Мне кажется, вот эти вот ее переживания, сон, он же и видение, и внутренняя вот вера в то, что этот человек ничего не совершил, движут ею, чтобы вот идти туда, к Пилату, в процессе всего вот этого действия и вмешиваться в это все. Ей дает вот какой-то толчок, какое-то дерзновение даже подойти и умолять своего мужа не сделать этого. Я знаю конец истории, Клавдия же, она находится в неведении, для нее это все вот так вот трагично на тот момент и заканчивается. Это трагедия для нее. Я думаю, что Клавдия все-таки не осталась после такого события равнодушная, и она стала последователем Христа, она пошла за ним. 3 сцены. 2 еще маленькие сцены. Сцены, которые расположены около 200 метров. Мы людей передвигаем с одной сцены в другой. На одной сцене разыгрывается сюжет, где первосвященник судит Иисуса Христа. Потом они ведут его к Ироду. Ирод свой вердикт говорит: уведите к Пилату. И когда они ведут к Пилату,
Они проходят через ворота, там стоит центурион, легионер, и он смотрит что-то беспорядок, и он говорит солдатам: так, спустились, клином толпу разбивает, прямо натурально, там 5000 людей. В кольцо берут Иисуса Христа, и они сопровождают его к Пилату. Это все торжественно двигаются, люди толкаются, хотят сфотографировать. Каждая сцена позвучена, там происходят целые события, судят, кричат: распни его. Тут Иисуса Христа побивают публично. И тут выводят солдаты Иисуса Христа, начинают его вести, кидают ему крест на плечо и начинают вести. Когда проходит через балкон, люди начинают уже, те, которые спрашивали, уже начинают кидать камни. Центурион приказывает прикрыться щитами. Камни это, конечно, не натуральные, и эти камни летят, и все это люди начинают толкаться, фотографировать. Журналистов толкаются, они хотят снять лучший кадр, и начинается целое движение. Потом останавливается толпа, Иисус падает. Мама Иисуса Христа плачет. Тут Симона с толпы вытаскивает: говорит: неси крест. И он начинает нести, дальше продолжается это шествие. И вдруг, уже перед основной сценой, вдруг начинает кричать жена сотника, который вел Иисуса: что ты делаешь? Он исцелил нашу дочку. И, это, конечно, это кульминация. Само шествие со всеми остановками, порядка часа, с учетом, что мы не торопимся. Идет вот это вот зрелище казни, когда он весь окровавленный, он идет, он падает, и мы не спешим завершить. Я как бы конвоировал, и я старался сам путь либо удлинить, либо замедлить. Сюжет, когда люди, когда судят Иисуса Христа, выбирают между Вараввой и Иисусом Христом, то я так расставил людей в шахматном порядке, чтобы они кричали: распни его, не надо распинать. И люди, которые видят, здесь кричит: распни, там кричит: распни. И он волей-неволей, первый какой-то момент поглядывается, но потом он начинает вовлекаться в полный процесс тех событий. Или когда ведут Иисуса Христа с крестом, и люди хотят сделать фото. Я не препятствую. Мне часто говорили: Денис, какой-то беспорядок. Надо такой организованный беспорядок. Почему? Когда они друг друга толкают, они вовлекаются полностью в процесс. И вот эти толчки позволяют им понять, что испытывал Иисус Христос, что испытывали ученики Иисуса Христа. Приходит кульминация, нету ни одного равнодушного человека, который бы зевал, ковырялся в носу, нету. Все полностью вовлечены во внимание этого мероприятия. Естественно, после этого выходит епископ Петр Владимирович Сердюченко, мой отец, и он просто читает Евангелие. Без комментариев, он просто зачитывает Луки о тех событиях. И не нужно комментаторов, не нужно толкователей, потому что буквально перед этим все это люди видели на своих глазах. Римляне вокруг, все кричат: распни. И плюс ко всему музыка, она прям вообще, когда на всю Дерибасовскую играет эта музыка, и ты прям вообще погружаешься в эту всю атмосферу. Ба-бам-ба-бам-ба-бам. Оно эмоционально очень сильно тебя трогает. Оно доводит тебя где-то до слез. И я боюсь на себя брать смелость говорить, что я переживал это чувство Иисуса Христа. Но для меня это очень такой нежный и личный момент. И я до сих пор где-то волнуюсь, это все переживаю. Это такая ответственность, это такая святая личность. И я за день где-то старался, вечером я поел, и в этот день я старался вообще не кушать, может, немножко там пить, но я хотел максимально близко по-натуральному переживать. Эта вся одежда, она колючая, такая натуральная, и когда ты одеваешь ее, это тоже не очень приятно. И когда идешь босиком, и крест, он тоже был, он по-настоящему тяжелый. Я не знаю, мне что-то ребята говорили, что он был килограмм 60-70. Почему? Потому что он стоял все время на улице, и он еще плюс последний раз 2-3, кажется, он был после дождя. И он такой, сердцевина прям мокрая такая, да. Я еще худенький, оно мне постоянно так давит в плечо, и спина очень сильно болит. Я уже думаю, так, я его нес
и на плечо, я уже там и на спину его закидывал специально, и так, типа, и как-то его старался. Мы даже придумали какие-то подкладки специально здесь, чтобы у меня... И плюс ко всему, я во время ходьбы были падения, и все эти падения первые разы были всегда, ты разбиваешь себе колени, ноги, это железно. Просто в процессе ты это не чувствуешь, потому что такое немножко, ну как, я не могу сказать шоковое состояние, но ты в очень возбужденном эмоциональном состоянии, ты не чувствуешь этого. Потом же домой приходишь, смотришь, коленка подбита. Мы пытались как-то придумать наколенники, это все тоже слетает вечно, подколенники где-то здесь у тебя. Веночек есть у нас, вот такой вот венок, и он тоже настоящий, он натуральный. И когда его цепляют мне, его цепляют очень аккуратно. Почему? Потому что здесь иголки, и там парик тебе ставят, делают макияж. И ты его там очень аккуратненько вкладываешь, чтобы тебе иголочки в голову не укололи там, да. Вот. Неприятно. В общем, но... А в процессе, когда ты идешь, особенно крест, он цепляет постоянно, и оно перекашивается, падает. И у тебя нет времени, чтобы его аккуратненько поставить обратно. Ты его вот так натянул, он тебе с иголками впился в голову, и ты идешь. Но так интересно, что в обычном поведении, наверное, дома ты бы укололся и дернулся, а здесь ты находишься в другом. Эти вещи, они максимально переносят меня в это все. И мои знакомые, мои друзья там были, и я видел, там даже мама моя была, папа был. И они не смотрели на меня, как на Диму, они тут, смотрю, плачут. Я думаю, это же я глазами как бы, а они прям вообще... Как только одеваешь костюм, сразу вот думаешь уже, ну ты же не Максим, да, ты уже какой-то там Пилат или кто-то еще. Вот сейчас чувствую, надо осаночку держать, уже по-другому смотреть, уже меньше улыбаться, потому что это серьезная такая роль быть судьей, да. Одежда очень сильно влияет на поведение человека. Мне лично легче бывает в костюме выступать, ну, когда постановка идет, чем просто в своем там фрак одеть или что-то такое и исполнять того же самого Фигаро, либо и характерную какую-то роль, просто в своем. А когда ты уже одеваешь там грим, борода, там князь Игорь или кто-то там другой, ну, легче. Ты сразу перевоплощаешься, и ты не ты. Ну, как меня учили, когда артист должен понять, что на сцене он уже не он, и тогда легче. Человек, принимающий участие в реконструкции, даже если он не одет легионером, а одет просто в какие-то вещи, изображая просто какого-то жителя той же Иудеи, да, он переживает момент переноса. В какой-то определенный момент происходит скачок во времени. Пусть тут говорят на русском языке или на украинском языке, неважно на каком языке. Он попадает в атмосферу 1 века нашей эры. Он попадает в Иудею, он попадает в Вифлеем, он попадает в Иерусалим, он попадает вот в этот вихрь эмоций. И вот в этот момент люди плачут, они верят в то, что они видят. Поэтому люди, которые занимаются реконструкцией, так вот они и дорожат. Это мой личный вклад и мое личное видение евангелизации общества. Потому что люди, на самом деле, которые празднуют Пасху, они забыли, чему посвящен этот праздник. И праздник ли это в таком виде, к какому они привыкли. Есть шашлыки, кушать пасочки и бить крашеные яйца в этот день. А это гораздо более глубокий день и праздник. Это со стороны выглядело просто офигенно. То есть люди в древних одеждах, аутентичных, сидят за столом, преломляют хлеб, едят эту простую, понятную, но очень вкусную еду, потому что она приготовлена на открытом огне, она приготовлена с любовью. То настроение и тот антураж, которые были и будут созданы на Дерибасовской в рамках пасхальной реконструкции, это топ. В первой пасхальной реконструкции моя жена участвовала среди людей, которые кричат «распни». Для верующего человека это сложно, но нужно было вовлечься. И когда она кричала, то дети пришли домой, все тихие, сидят. И говорят: «Мама, а почему ты кричала «распни»?» Мама начала объяснять, что это образ, мы хотели передать, но что мы вызвали у детей? Сочувствие ко Христу. Это я когда сидел, слушал их, я понял, мы достигли. Видя людей, приходящих на пасхальную реконструкцию в самом начале,
прогуливающихся по Дерибасовской, никуда не спешащих, наблюдающих за тем, что здесь устанавливаются какие-то декорации, сначала с интересом, задающие вопросы, рестораторы подходят, а что здесь будет, а что вы сегодня тут спланировали. И потом, когда они проходят с нами через все сцены, оставляют все свои какие-то там планы. И когда люди на финальной сцене плачут, они, видно, просто замирают, и происходят вот эти несколько минут такой тишины и переосмысления, то мы понимаем, что мы в этом городе не зря живем. Человек становится даже на тротуаре стоя участником. Просто во время Иисуса Христа участники на тротуаре кричали: «Распни его, кровь его на нас и на детях наших». Так и сейчас мы там, когда проходили, один человек вышел, он мусульманин, видно, на Дерибасовской. Он кушал в ресторане, вышел, он посмотрел, он не понял, что происходит. Когда он увидел, вот, что там падает под крестом, его плетью поднимают, кричит: «Отпустите этого человека!» Это было очень сильно. Он просто возмутился: «Отпустите его, что вы делаете?» Настолько это ему показалось естественным. Да, я смотрел, ребенок сидит на плечах у отца и плачет, и не распинайте его, кричит, не распинайте. Ребенок был полностью вовлечен. Опускаю глаза, папа, здоровый мужчина, бородатый, плачет, просто проходящий мимо, но его это зацепило. И когда лидеры общественного мнения пишут на Фейсбуке комментарии, говорит: «Я хоть атеист, говорит, но мне 3 раза накрыло». Ну, сцена в оперном театре и сцена на улице – это колоссальная разница. В театр зритель, как правило, приходит подготовленный, и он идет на определенное представление, у него есть какие-то ожидания свои, и он садится и готов 2-3 часа там вот, внимать, да, слушать, любоваться. А на улице люди просто, кто-то прошел, кто-то идет, кто-то может в тебя и помидором кинуть, и ничего ему за это не будет. И поэтому, в принципе, ожидаешь разные варианты событий. Но самое интересное, это мне как актеру было смотреть на лица людей. То есть вот люди, которые только просто посмотрели, а что здесь происходит. И когда они начинали сопереживать, я понимал, что вот это искусство. Когда уже начинается непосредственно само действо, оживают страницы Библии для тебя. Ожившая история, мне кажется, что нет ничего более захватывающего, чем такие вот переживательные моменты. Они играли роль с любовью, как бы сказать, это часть их сердца. И она была настолько естественна, что оно вызывало слезы умиления. Я не плаксивый. Жизнь моя в трудностях проходила из-за знаете, обветривала. Некогда было плакаться. Но от умиления я готов был прослезиться. Вспомнить то количество людей, которые приходят на то, чтобы посмотреть на эту реконструкцию, несмотря даже на то, что религия сейчас не в тренде. Такой пиксель религии, пиксель веры. Но это был великий поступок. И мы не зря о нем и сейчас говорим, и спустя 1000 лет об этом люди помнят. Об этом описано много писаний, в том числе те, которые признаны святыми. Люди молчат, потому что это большая боль, которую разделила, наверное, все человечество или большая его часть. Не было ни одного негативного комментария. Вот выставлялась новость, обычно, знаете, такие есть диванные эксперты, которые все плохо, что не со мной связано. И мы очень рады, что смогли таким нестандартным способом рассказать о нашей вере. У разных людей есть разные отношения к этому, потому что, говорят, в Дерибасовской проводить такие вот мероприятия, наверное, не совсем правильно. Но мне кажется, мы должны знать свою историю, те события, которые происходили. Мы живем в таком мире игровом. Наши дети учатся через игры. Жизнь — игра. Мы старались сделать масштаб не для того, чтобы кого-то удивить, абсолютно не это наша цель, а для того, чтобы достичь эффекта, для того, чтобы этот город на вершине горы, он действительно светил. Когда
читаешь отзывы, смотришь фотоотчеты, смотришь видео. Есть еще процессы наслаждения, особенно когда ты понимаешь, есть определенный уровень достигнут в этом мероприятии. Не просто «а тебе написала Одесса», но когда мелькает, да, на каких-то заграничных ресурсах, пишут отзывы, там кто-то восхищается, вау, это было круто, это было классно. Я сама з Луганська. Я у 2009 році приїхала до Одеси. Це було дуже багато болю, тому що це мій край. Це той регіон, де я народилася, де я жила, де були мої рідні, мої земляки, які приїжджали по допомогу. Пасхальна реконструкція зіграла дуже велику роль у моєї власної психотерапії. Тоді вийшов якраз той біль, який був у мене щодо моей родины. Чем Одесса как бы уникальна и интересна, у нас всегда было много конфессий, национальностей, которые находили всегда общий язык. И мне кажется, вот этот проект, это как раз-таки проект про это, когда одна из конфессий создает большой проект про історію практично всіх релігій. Це дуже великий психологічний ресурс, спілкування однодумців. Це віра, це знання під час тяжких часів у нашій країні, у нашому світі, під час карантину. Вони запускають дуже гарний, великий психологічний ресурс проти стресу у населения. Подача, огромное количество волонтеров, которые с радостью участвуют в этом проекте, оно действительно, наверное, создает некую особую атмосферу. И наша центральная городская улица, улица Дерибасовская, которая перерождается, превращается в объект прохождения всех этапов Христа, они действительно как-то меняют облик самой улицы в том числе. И очень интересно наблюдать на реакцию людей, как они отзываются, как они реагируют, как они останавливаются. Некоторые прохожие, которые даже не знали, например, о том, что нечто подобное будет происходить в центральной части города, они не могут уже оторваться. Это очень яркое, очень зрелищное, очень важное и очень нужное мероприятие, проект, фестиваль, событие, которое мы с гордостью принимаем в нашем городе и уверенно будем дальше продолжать и развивать. Прийти на эту греховную землю, принять образ человека, образ раба даже, и умереть смертью раба, позорной смертью. Это на кресте римских граждан не распинали, не имели права. Распинали рабов, причем отъявленных каких-то убийц. Его избивали, одевали терновый венец на голову, били по венку палкой. Вы можете себе представить это. Паче всякого человека так написано. То есть так людей не наказывали, это месиво сделали из него. Это он сделал ради меня. То велика ли моя заслуга, или я могу ли считать, что это мой труд какой-то, или особенный труд? Да нет, абсолютно, я в неоплатном долгу перед ним.